Участники проекта проходят испытания, основанные на событиях Великой Отечественной войны. Перед ними только один соперник – собственные возможности. Время ограничено. У меня вообще уже нету сил. Я просто хочу, чтобы мы выполнили это задание, чтобы у нас все получилось. Четыре дня участники идут к общей цели. Каждый день их ждет новое испытание и выбор капитана, от которого зависит успех всей команды. Ну что ж, доброе утро. Как спалось? Отлично. Нормально? Чудесно. Чудесно. Сегодня второй день. Пережить, чтобы помнить. Второй день испытаний. Первый день прошел не без пробуксовок, но, тем не менее, телефон вы сделали, телефон работал. Сегодня новые испытания и новый командир. Как вы думаете, кто сегодня будет вашим командиром? Кто готов? Андрей уже не может, потому что по правилам нашего реалити командиром можно быть только один день. Вчера ты сделал все, что смог. Ну, по крайней мере, попытался. Группа, в которой был Андрей, свое задание выполнила. Поэтому не знаю, как бы он справился, если бы остался с другой стороны. Но, тем не менее, сегодня новый командир. Кто готов? Я не вызвался командиром, Марк Майер, 25 лет, музыкант, Москва. потому что я хочу, чтобы ребята все проявили себя максимально, показали все свои лидерские качества. Я хочу сначала посмотреть на ребят Стивен Темкинг, 18 лет, тикток-блогер, Ижевск. со стороны, типа, как они действуют. Мне это просто супер интересно. И я думаю, на третий и четвертый день я точно буду лидером. Есть желающие? Владислав, кто готов? Да, давайте я. Поступило предложение. Владислав Иванов, 24 года, учитель физкультуры, Воркута. Ну, может, ты, ну, может, я. Есть еще желающие? Ну вот и хорошо. Единогласно. Я не вызвалась быть капитаном, потому что не вижу в этом смысла, и если я что-то могу делать, я делаю. Елизавета Нагаева, 24 года, матрос-спасатель, тренер по плаванию, Симферополь. Я не буду перекладывать ответственность на другого человека. Единогласно, в смысле, он один сам за себя. Да. Тоже можно сказать единогласно. Сегодня Влада выбрали капитаном. Андрей Барановский, 21 год, инстаблогер, Новосибирск. Это было, наверное, ожидаемо. Никто другой не вызвался. Анна Оушен, 24 года, блогер, Тольятти. Я понимаю, что он просто взял ответственность, он молодец в этом плане. Поэтому у меня не было какого-то негатива. Влад, получай задание. Изучайте. Смотрите, изучайте, и, соответственно, ты будешь распределять команды, кто сегодня будет чем заниматься. Первая задача – установить проволочное заграждение в 3 кола с растяжками длиной 15 метров, как это делали бойцы отряда 198-й мотострелковой дивизии под командованием младшего политрука Ивана Новикова. Короче, надо будет 15-метровую колючую проволоку прокладывать. Мне вот Офигенно. это задание нравится даже больше. Вторая задача – почистить, выпотрошить и закоптить 50 килограммов рыбы, как это делали ладожские рыбаки колхоза имени Марти деревни Немятово Новоладожского района. Девочки, вы сможете приготовить рыбу уже? Подожди, кто умеет? Ну, чисто физически, по идее, это сложнее просто физически. Если вы готовы... Это физически сложнее, поэтому здесь нужны парни. Я вот про это. Я не очень хотела идти, в команду туда, где чистят рыбу, потому что я думала, что, меня отправят в команду, где там придется ползать, лазать, что-нибудь такое. И я надеялась, что мне этого не достанется, но в итоге Влад решил, что мне нужно идти чистить рыбу, а мне показалось, что какие-то сексистские наклонности были, что девочки должны идти чистить рыбу. Мне не очень это, в общем, понравилось. Итак, Влад, скажи, каким образом вы распределились? Мы решили распределиться 3 на 3 человека. В первой команде будет Андрей, Аня и Марк.
Во второй команде со мной будет Лиза и Стив. Ну, сразу тогда поменяйтесь местами, чтобы вы стояли своими командами. Действительно правильно, что 2 человека стоят здесь, потому что Строить до коптильню того, как тяжело. нужно построить коптильню, это тяжело. Через несколько минут мы дадим старт. Как всегда, на выполнение испытания у вас будет ровно 6 часов. И ваша точка, где вы будете делать колючую проволоку, находится по прямой. Попытайтесь добраться как можно быстрее. Итак, второй день испытаний начался. Бегом, 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 бегом! Ну что ж, испытания начались. Я отправляюсь чистить рыбу, коптить вместе с командой «Б». 6 часов. Посмотрим, получится у них или нет, потому что рыбы много, а они это никогда не делали. Ну хотя да. Ну все, что нужно здесь есть. Ножи, доски, гвозди. Гвозди. Возможно, да, пригодятся. Решетка. Это решетка, наверное. Что вы уже определились, с чего вы начнете? Мы сейчас Мы начнем перетащим делать рыбу туда коптильню. и начнем. Я начну. Давай её мы отнесем сейчас Ане чистить. рыбу, и потом она начнет ее чистить, и мы сделаем коптильню пока. Окей. Будет стрёмно все разлить. Ай, ты льешь на меня. Фу! Черт, мы пропахнем рыбой сегодня. Она точно не будет шевелиться? Не будет, не будет. Ты до этого чистила рыбу? Ну, Маленькую, да? такую никогда даже не видела. Она скользкая. Черт, боже мой, что это так сложно. Я никогда этого не делала. Я научилась готовить только в 19 лет. Когда первый раз вообще с парнем съехалась. Что за кринж? О, здесь есть икра! Офигеть. Это же все икра, да? Конкретно мне нужно было почистить всю рыбу. Там их было где-то штук 40, я не знаю. Это были огромные просто карпы, ну, насколько я поняла. Вот, мне нужно было все очистить от чешуи. Нужно было ее выпотрошить, помыть, засолить, заперчить. Итак, ребят, вот пиломатериалы, вот, собственно говоря, та самая колючая проволока. В ящике вы найдете необходимый инструмент. Передвигаться будем в 2 ходки. Сначала все это перенести к острогу, и потом дальше уже к точке финального базирования, где, собственно говоря, вы и начнете свою работу. Вроде все понятно? Да. Поехали! В конце августа 1941 года, переправившись на остров Кильпала, 142-я стрелковая и 198-я моторизированная дивизия 23-й армии Северного флота приступила к переброске личного состава и техники к Ленинграду. Операция проходила под вражескими артобстрелами и авианалетами. Задачей бойцов боевых заслонов 198-й дивизии входило сдерживание противника. Благодаря заранее подготовленным укреплениям, которые состояли из огневых точек и рядов колючей проволоки, множеству бойцов удалось остаться в живых и выйти к основным войскам. Ну ладно, хоть форму приведу в себя. Почему нет? Блин, ну вот это вот Это тяжеленькое. Или давай 2 короткие положи туда. Вот эти вот, которые там лежат. Да тут одна такая. Вот которая... ну можно это, да. Мы сегодня работали очень сплоченно. У нас хороший коллектив. И мы, когда накидали задачи, мы сразу поняли, кто в чем силен и кто что будет делать. Да, сейчас. Все, а вот та дальняя. Не, нормально, давай. Всё. То Давай есть, так. Вы меня обманываете, То есть- мне кажется. то есть Стивен сейчас, зная, что эти нам не понадобятся, максимально отдал все Лизе, вот, и сам себе не взял ничего. Отлично. Лиза, очень интересный персонаж.
Энергией очень притягивает, а с точки зрения работы она супер эффективная, супер классно все делает. Я думаю, что в плане организации Стив не особо приспособлен к жизни. Он работал так же, как и мы все, не покладая рук, но все-таки в нем чувствуется то, что в жизни он еще через малое прошел в плане физического труда, поэтому надо набираться опыта. Мне кажется, нам даже этих камней хватит, нам не надо будет носить ничего. Я тоже очень на это надеюсь. Ну, давай вот эту сторону сейчас вместе сделаем. Вот тут. Сейчас я просто немного сдвину. Так, надо чем-то подпереть. Мы пытались сделать красивый мангал, обставили все камнями. Они прочно стоят сейчас здесь? Ну так, относительно. Ну, как мог, в общем, выложил. Прочнее не получится. Да, он должен быть пошире, короче. Пошире? Скорее всего, да. Может, мы тогда вот сюда вот так вообще сделаем? Мне кажется, что крупными будет удобнее. Типа, они прям плотничком ложатся, и нам меньше носить надо будет просто. Слушай, это хорошая идея. Давай. При создании коптильни мы изначально натаскали огромное количество камней, чтобы выложить, скажем так, основание. Вот так вот выглядит человек, который при виде рыбы говорит: она скользкая. Да блин, я что сделаю? У меня, между прочим, рыбка живет. У тебя очень много рыбы. Как ты планируешь всю ее почистить? Пока я не знаю, но я обязательно справлюсь. Она вкусно даже пахнет. Ну, типа, я думала, она будет прям ужасно пахнуть, нормально. Нормальная рыба как рыба. Мы подружимся. Сначала у меня было отрицание того, что мне вообще нужно чистить эту рыбу. Пожалуйста, избавьте меня от этого. И я очень прям вот почувствовала такое кипение внутри себя, что мне нужно это делать. Потом я успокоилась, думаю, ладно, Аня, задание есть задание, ты пришла сюда, ты знала, на что ты идешь. Итак, вот они, наши флажки, между ними ровно 15 метров. Времени у вас осталось чуть больше 5 часов. Поехали! Да, давай бревна, бревна. И там сразу. уже начинаем отмерять, там уже все будем делать. Ребята учли ошибки первого дня, когда много сил было потрачено впустую, поэтому сейчас они начали с главного. Это разметка и планирование, для того, чтобы каждый килоджоуль энергии ушел в нужное русло. Так, где наша схема вообще? Вот, ну. Изучение. Не она, вот на нотике. Так вот же она. А, нет, другая. Первый день. Так, нам нужно определиться со стороной. С какой стороной? Где наступает враг? С той стороны у нас, правильно? Вот отсюда. Отсюда. Допустим, ну тут вот первый столб. Вот тут Первый стол, где будет у нас. Вот. Делай. А как думаешь, за сколько мы управимся? Вот эту всю тему Хотелось сделать. бы вовремя. Конечно. Я, как бы не уверена, что мы сделаем быстрее. Фу, вспоминается вчерашний день. Очень весело. Да, это вам не эти брусочки рубить. Первым делом было решено заготавливать колья. Это самая тяжелая работа. Мы взяли эти бревна и начали их обтачивать. Так, Одна стенка есть. а сколько ты сделала вот этих ям? 6 ямочек. 6 ям? получилось. Все, супер.
6 кольев стоит. 4 здесь. 10. 11. 11 кольев, нужно 17. В общем, сегодня был супер тяжелый день с точки зрения физической работы. Кроме столбиков, я еще занимался их разметкой. Стив, он очень много вбил колышек. Я считаю, он прям очень много сил на это потратил и очень круто справился. Это прям огонь. Теперь я четко знаю, как на глаз определять прямой угол. 3 метра на 1,5 метра. Все, теперь это будет ну, просто на всю жизнь. Я, наверное, это запомнил. Тяжело, между прочим. Я чувствую себя амазонкой. Какие-то трудности? Запутали все? Да нет, вроде сейчас чуть-чуть тут дернуть еще на себя немного. Слушай, возьми ее за тот конец. Давай с той стороны сделаем. Не-не-не, ты возьми за тот конец и дернем сейчас. Она Ты уверен, что если ты дернешь, она не погнется? Видишь, она здесь запутанная, и она из-за этого не... Тем более, скорее всего, вам надо, наверное, в 2 будет как-то делать. Ее, Не, вот в 1 сделаем. В 1 будет у вас. Да. Фу, без мальчишек я больше сюда не пойду. Это тяжело. Давай мы все-таки сейчас это все вычистим, положим еще вот так ряд камней, чтобы сетка равномернее висела. И уже с дровами потом повесим сетку, растянем. Хорошо, давай. Потом мы собрали каркас для, получается, коптильни. Сделали сначала одну версию каркаса, у нас она не очень удачно получилась. Мы это все переделали. Потом нужно было растянуть сеть, соответственно, сделать саму коптильню. И на этом у нас как бы произошел ступор такой некий. Мы определились со способом обмотки. Каким образом вы будете это делать? Способ крепления завитком. Приведу на примере проволоки. Давайте. Вот. У нас обматывается она вокруг колышка, где здесь далее делается завиток. Вот такой вот. И продолжается она дальше. В завиток мы вставляем палку и наматываем ее, закручиваем, чтобы она стянула колышек. И также делаем каждую следующую. В решении, в принципе, любого вопроса мы изначально взяли наш план, как нам нужно это все выстроить, и между собой обсудили, как мы это будем делать, где что должно стоять, как нужно это натягивать, там, ту же проволоку. Со временем видов колючей проволоки появилось очень много. Во время Первой мировой войны один француз придумал наматывать ее на катушку и потом разматывать просто ее перед окопом в виде спирали. Она, кстати, так и называется по его фамилии — спираль Бруно. Это очень удобно, когда у тебя нет времени на то, чтобы вбивать колья. А примерно в это же время в Германии появляется еще один принципиально другой вид колючей проволоки. Это даже не проволока с намотанными крючками. Там придумали просто высекать по форме вот прям такую колючую проволоку с зацепами из длинной металлической ленты. В нашей стране привилось название ягоза. Начнем снизу, давай, снизу. Давайте. Так, мы эту петельку каким образом зафиксируем? Ну, то есть начальный. Начальный узел нужно как-то же зафиксировать. А мы можем попробовать так же его. Возьмем вот так вот. Даже можем обкрутить еще раз, взять побольше немножко. Можно ее вот так вот замотать. Смотри, тут у нас петля идет таким образом. То есть она у нас проходит вот так, и отсюда выворачивается петля. И уже потом
она вот так вкручивается. Я все советы слушаю. Если советы действительно отдельные и правильные, я с ними тоже согласен, почему бы и нет. Она идет у нас вот так с внешней стороны, огибает, и петелька выходит из-под низу и уже закручивается. И, как мне кажется, она закручивается вот так, а не вот так. Понял? По спирали. Другой. Вот так, ну я понял. Вот. Собственно. Давай. Так сильно переживал по поводу второй команды. Я задумывался, как у них там дела идут. Спрашивал, но никто мне ничего не говорил. Вот, но я думал об этом. Я просто посмотрела вниз на свои руки, они были все окровавлены. Я даже заплакать хотела. Аня была очень активной и делала целый день одну и ту же очень тяжелую, даже более тяжелую и сложную работу, чем мы. Аня целый день резала рыбу, чистила ее, обрабатывала. Я думаю, она к концу дня просто довела свой навык до автоматизма. Посол – это древнейший способ консервации рыбы. Он был еще известен человечеству 6000 лет назад. Пахнет неплохо. Существует два вида посолки рыбы – сухой и мокрый. При сухом используется большое количество соли, обязательно крупной и не йодированной. При мокром рыбу помещают под гнет, в результате чего образуется тузлук. Тузлук – это рассол из сока рыбы. Его, кстати, делают еще искусственно при помощи воды и соли, но нам такие тонкости не нужны. Так, ну что, я уже посмотрел, ты довольно-таки много рыбы насолила. Да, мне кажется, теперь у меня есть опыт, и как засаливать рыбу, и я могу смело идти в ресторан, работать разделщицей рыбы. Или делать свой маленький блог, как солить рыбу в домашних условиях. Да. Историческая справка. С началом войны большинство ладожских рыбаков мобилизовали в армию. Лов рыбы, которая требовалась фронту и жителям блокадного Ленинграда, продолжали старики и подростки. С риском для жизни рыболовецкие шхуны и баркасы выходили на промысел. На берегу улов тут же солили, вялили и коптили, а затем отправляли в голодающий город или боевые части. 8 сентября 1941 года. Именно в этот день был захвачен Ленинград. По официальным данным, только за февраль 1942 года в городе от голода умерло 107 тысяч человек. Продовольствие в Ленинград доставляли по Ладожскому озеру. Летом суднами, а когда озеро покрылось льдом, на грузовиках. Грузовики шли всегда загруженные. В город везли продукты, а из города истощенных детей, тех, кого еще можно было спасти. И в это время оказалось, что когда грузовик на определенной скорости идет по льду, наступает резонанс, и грузовик уходит под лед. Спастись в такой ситуации практически нету ни единого шанса. И руководством были разработаны нормативы скорости, с которой должны грузовики ходить по льду Ладожского озера, по дороге жизни. Вот так вот сюда. Ее надо выровнять, я не знаю. Ты можешь как еще один ряд досок снизу пустить, чтобы их вместе совместить. Что, думаешь, что поможет? Ну, она не поставится здесь, просто видишь? Не надо их в землю вообще. Я понял. Здесь мешают камни, как мы их соединим? Ничего не мешает. Просто вот, например, здесь покороче. Если ты хочешь, давай я доделаю, но ты дрова делай и разжигай. Окей. Так, вы далеко собрались? Я пойду, хочу найти ветки, шишки, чтобы мы могли в итоге рыбу закоптить. Угу. Но ты уже ориентируешься на острове? Но я не буду далеко уходить. То есть ты одна идешь? Да. Ребята тебя отпустили? Ну да, а что, им нужно костер доделать. Ну хорошо, давай, удачи. Если что, кричи. Нужно собрать шишек. Не знаю, правда, будут они гореть или нет, но я думаю, что они точно пригодятся. Может быть, дым будет хотя бы. Я просто хочу, чтобы мы выполнили это задание, чтобы у нас все получилось. Офигеть! Как красиво! Главное, отсюда не свалиться.
Я думаю, что я заслужила хотя бы 5 минут отдыха. Надеюсь, ребята там пока справятся без меня. Когда я ходила, собирала эти шишки, я набрела на какое-то озеро. Короче, я не знаю, вот это место было какое-то прям волшебное. Это не просто залив, это вот прям озеро, которое находилось прям посреди острова. Я такого, честно, еще никогда не видела. Там были мягкие пушистые скалы. Я думала, что я на них лягу и просто в них утону. И самое прикольное, что вообще, кажется, что в лесах водятся всякие там сороконожки, букашки, что-то неприятное. Ничего такого не ощутила. Просто мне казалось, что я просто Алиса в стране чудес. Хожу там что-то, разговариваю с деревьями. Предлагаю сейчас начать с того, что мы отсюда пойдем сюда, потом туда, потом сюда, туда и вот так вот. И потом то же самое еще снизу. То есть она будет 2 ряда вот такая вот. Мы можем с одного, там закончим и начнем в другую сторону. Работа кипит. У ребят осталось 2 часа до выполнения задания, но сейчас они действительно действуют слаженно, как боевая единица. Лиза, так как она девочка, она, понятное дело, не рубила дрова, она не сооружала колья, но она была незаменима в том, что она протягивала колючую проволоку. Это было непросто. Ребята работают буквально не покладая рук уже более 4 часов. И единственный вопрос, который есть у них сейчас в головах, как же там вторая часть команды? Справились ли они? Успели ли накоптить рыбу? Потому что есть очень хочется. Что ж, давайте немножко подытожим. Рыбу до конца не всю почистили, костер только-только развели, коптильню, мягко говоря, не совсем построили. А сколько рыбы у нас? У нас? Да. По-моему, штук 12 или 10 там висит. И здесь я не знаю сколько. Это вот сейчас 6 уже. Сейчас я посолю сколько и скажу. Блин, у нее чешуя просто Да. непробиваемая. Попробуем сделать. 1, 2. Народ, работы осталось совсем чуть-чуть. Осталось всего лишь протянуть эту проволоку, закрепить ее красиво по инструкции, все как должно быть. Подскажи, пожалуйста, Влад, там, если я не ошибаюсь, крышу тоже нужно делать крест-накрест. Возможно, да. Надо прийти сейчас, посмотрим инструкцию. Мы, значит, такие просто расслабленные, на чиле уже несем проволоку, которой не хватало. И просто резко, откуда ни возьмись, вот наша та колючая проволока, которая была готова на 80%, взрывается. Офигеть. Эти взрывы были непосредственно на нашем сооружении, и там все подразвалилось, и нам пришлось очень много делать заново. Это было эффектно. Куски земли, разлетающиеся повсюду, летят, которые в тебя прям. И ошметки наших кольев, бревен, которые мы закопали, их не просто выбросило метров на 6, их прям раскололо. Если их просто нет, Нет, смотри. Скорее, это Просто в мясо. какое-то, вот унесло. Тоже не сделать. Значит, и остальные где? И вот 3 вот таких взрыва, последний был самый громоздкий. И просто вся наша работа, можно сказать, в каком-то смысле была на смарку, 60%. 1, 2, 3, 4, Где ряд? 6. Его просто унесло нафиг, да? 1, 2, 3, 4. А ты сказала, что пять. что
Да, там чуть-чуть, да, там чуть-чуть. Все целое, говорит, да? Типа, с учетом того, какие были взрывы, это как бы вообще-то могло разнести побольше. Естественно, после такого ребятам предстоит еще масса работы. Ну, а с другой стороны, кто им обещал легкую жизнь? На войне, как на войне. Да. Надо подтушить огонь немного, да? И Сейчас мы можем поставить вот этот замечательный шашлык. Соль спешит на помощь. Давай пробовать. Нормально. Двигай на себя. Видите, на заднем плане ребята показывают, как не нужно обращаться с коптильней. Смотрим, учимся. Не повторяем их ошибок. Лиз, если там закончила с зигзагами, продолжай делать кресты, только в обратную сторону, за мной, короче. Типа я снизу, значит ты сверху. И вот так вот. Если говорить про нашу команду, то слабое звено в нашей команде сегодня его точно не было. Не знаю, что по вчерашнему дню, потому что вчера у нас был полный хаос. Итак, время я зафиксировал. Скажу вам результат после того, как мы воссоединимся со второй частью вашей команды. Но, глядя на это, я могу сказать точно. Танк это не остановит, но пехота однозначно здесь повозится. Ну что, ребят, как дела? Почти все. У меня для вас новости. Время истекло. Вы, к сожалению, не справились с поставленной задачей. Вы были близки, но у вас что-то пошло не так. Предлагаю все оставить как есть и пойдемте посмотрим, как обстоят дела у ваших коллег. То, что я вижу, меня радует. То, что я могу унюхать, меня тоже радует. Паш, скажи, что по времени и что с заданием, что с исполнением второго дня? Давайте у ребят спросим, как вы считаете, как все прошло? Прошло. Я считаю, что мы справились 100%, просто миллиард процентов. По крайней мере, рыба была вообще вся почищена. Но я считаю, что в любом случае мы с заданием справились. Просто были нюансы. Так, смотрите, я был вместе с вами, я все видел. Аня молодец. Ну, прям ты крутая, потому что ты почистил в одиночку почти всю рыбу, засолил ее. Она была готова для того, чтобы ее коптить, но что-то пошло не так у ребят с коптильней. После того, как у нас произошли вот эти трудности с коптильней, мы решили просто пожарить рыбу. Как бы мы специально сделали для этого филе. То есть не копченую целиком рыбу, а порубили ее на филе. Сделали веточки, обстругали веточки специально, как шампуры, чтобы приготовить ее на огне. На самом деле понятно. То есть часть задачи по поводу приготовления рыбы была выполнена, по поводу копчения была не выполнена. И по времени тоже не успели, поэтому приходится констатировать, что вы свое задание не выполнили. А про рыбу я ее, конечно же, попробовал. Но я попробовал ту часть, которая полностью сырая. И знаете, я себя почувствовал каким-то викингом, который пробует сырую рыбу, потому что ничего больше нету, и такой кушаешь. Вкусно. Что касается вас. Вы не знали, что здесь происходило. Ребята очень хорошим темпом начали делать заградительное сооружение. Произошел налет вражеской авиации, разметало больше половины того, что было сделано. И они ускорились и уложились по времени. То есть вы сегодняшнее задание выполнили полностью. У нас коллективная работа, мы друг другу помогаем. Мне кажется, все прекрасно справлялись со своими заданиями, ни у кого не возникало каких-то лишних вопросов, мы грамотно разделились. Я заметил одну тенденцию.
та команда, в которой находится командир, побеждает. Вчера это была команда Андрея, сегодня это была команда Влада. Не знаю, в чем дело. Возможно, если нету явного лидера, формального лидера, то вы боитесь взять на себя какую-то ответственность и самостоятельно принимать решения. Сегодня была работа разнообразная, больше креатива было внесено, не было рутинной работы у нашей команды. И справились мы на ура, мы выполнили задание, закончили его даже раньше срока, все прошло отлично. Надеюсь, что завтра вы проявите свои личности. В целом, сегодняшний день завершен, испытание в целом не выполнено. Всем спасибо. Доброй ночи и до завтра. Караван идет на восход, все, что случится, тоже пройдет. Каждый шаг опыт, запиши на свой счет, время не ждет. Каждый день сопромат, ночью на бодрых, утром помят. Куча наивных, что ищут свой клад, в итоге прогнутся, как Понтий Пилат. Голоса в голове мне сказали кричи, и я верю им вновь на то сотни причин. И слова мои тишину режут ночи, открывая замки, подбирая ключи к сердцу того, кто остался один. Помни, у нас еще все впереди, пока вера горит, ты не победи. Мы все размотаем, все порешим. Пережить, чтобы помнить, ты добро, не похоть. Дорожить своей верой, пока есть мы, этот мир не потерян. Пережить, чтобы помнить, ты добро, не похоть. Дорожить своей верой, пока есть мы, этот мир не потерян. Пережить, чтобы помнить.